Рада видеть вас, друзья. Меня зовут Галина Граева, я художница. Добро пожаловать в мою красочную галактику. Сегодня мы с вами снова отправимся гулять по городу и любоваться самыми эффектными июльскими цветами, мальвами. А также нарисуем картину с ними. Обычно в июле наш город просто утопает в мальвах. Эти цветы совершенно невероятные, сказочные, бывают самых разнообразных оттенков. Некоторые на первый взгляд кажутся одинаковыми, но присмотревшись получше, понимаешь, что они совершенно разные. Вот вроде красные, но бывают темнее, светлее, розовее и так далее. Еще эти цветы очень высокие, среди них чувствуешь себя коротышкой, то ли незнайкой, то ли дюймовочкой. Они преобразуют город, делают его гораздо красивее, веселее и дружелюбнее. Я очень люблю эти цветы, жду их появления, и, конечно, сердце кровью обливается, когда их безжалостно скашивают. Ведь растут они в большинстве случаев, как обычные сорняки, просто растут где попало в городе. В последнее время при звуке косы у меня нервный тик начинается. Ненавижу я просто этих косарей. Вот там вдали как раз, к слову, опять один из них образовался с косой. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы трава нормально росла. Скошенная она сразу же желтеет и выглядит ужасно. К тому же и все полевые цветы с ней скашивают. Я обожаю собирать букеты из полевых цветов, и пока не развелось косарей, спокойно делала это и в городе. А сейчас такое дельце провернуть все сложнее становится. Чуть травка пробьется, не успеешь полюбоваться, как все скосили. В этом году мальв у нас выросло меньше, потому что большинство ликвидировали, не успели они распустить листики после зимы. Хорошо, что некоторые местные жители сейчас самостоятельно разводят под окнами цветники и следят за ними. Иначе совсем бы красоты не осталось. Я, конечно же, спешу заснять эти природные чудеса, ведь они меня всякий раз очень вдохновляют. Если и есть цветы, которые я люблю рисовать, так это мальвы. Они удивительным образом мне удаются, хотя и не без большого труда. В прошлом году я задумала серию работ с мальвами. О моей первой картине из этой серии вы можете посмотреть небольшое видео у меня на канале. Картины я задумала небольшого формата, 30×40. Но небольшой формат в моем случае совершенно не означает, что работы будет меньше. Произведения у меня, как правило, полны деталей, а потому и времени, и трудозатрат требуют немало. Первую городскую картину с мальвами я написала в прошлом июле и решила, что одной картины на эту тему маловато будет. Пока в планах 4 картины, а там посмотрим. Наверняка буду периодически возвращаться к этой теме. Трудность заключается еще и в том, что я веду разъездной образ жизни, живу на 2 страны. А мальвы, во-первых, цветут только в июле, а во-вторых, все-таки хочется, чтобы вся серия находилась в одном месте, в моем случае в России. В этом году я, скорее всего, тоже больше одной картины на эту тему не успею написать. Хотелось бы, конечно, побыстрее реализовать свои задумки, но пока выходит вот так довольно-таки медленно. Творческий процесс сам по себе штука не быстрая. Многие думают, что художник внезапно чувствует вдохновение и скорее бежит к холсту что-то там намалевывать. Это совсем далеко от истины. О художниках вообще множество ложных представлений имеется. Мы их с вами постепенно развеем. Творческая работа на самом деле это прежде всего интеллектуальный процесс. Внезапно возникшая идея еще должна пройти множество проверок и примерок. Например, мне понравился ракурс улицы, где хорошо выделяются мальвы на первом плане, а позади виден дом с балконами. Это обычная 5-этажка, где на первых этажах расположились парикмахерские, магазины, службы доставки и так далее. Самая обыкновенная улица преображается благодаря ярким разноцветным мальвам. Прежде всего, я проверяю, как сюжет впишется в выбранный мной формат холста. Можно ли оставить все как есть, либо добавить детали или что-то изменить.
Как правило, менять что-то приходится, чтобы композиция смотрелась гармоничнее. Нужно обязательно четко представлять себе цель своей работы, ясно осознавать, что именно я хочу выразить, какими чувствами поделиться со зрителем. Исходя из этой цели ставится творческая задача, а именно способ, каким образом я буду свою цель реализовывать. Для меня очень важен сюжет, поэтому его проработке я всегда уделяю особое внимание. В этой композиции меня вроде все устраивало, но не хватало персонажа, который добавил бы движения и жизни картине. Я прикидывала и так, и сяк, и все было не то. Я никак не решалась взяться за работу. В таких случаях самое опасное – браться за первую попавшуюся мысль и пытаться слепить из нее нечто подходящее. Я предпочитаю подождать, отвлечься, посмотреть по сторонам, прогуляться, сходить на выставку живописи. Кстати, это очень помогает. На этот раз мне помогла моя собственная выставка, которая проходила в прошлом году. Свою первую картину с мальвами я как раз успела к ней дописать, а в голове уже был второй сюжет. Я даже эскиз начала набрасывать. Не хватало только персонажей, я никак не могла придумать подходящего. И вот вдруг на открытие приходит моя подруга Наташа в совершенно потрясающем желтом платье. Наташа, кстати, тоже художница. И вот тут у меня наконец-то сложился пазл. Желтое легкое платье лимонного оттенка, да еще и по форме мальву напоминает. Да еще и мальвы на картине у меня предполагались желтые. В общем, Наташа оказалась как цветок. И я решила запечатлеть этот образ на картине. Вот такая история создания этой работы. И история на самой картине наконец-то сложилась. Здесь как раз стоит сказать о важности продумывания колорита. Цветовые оттенки очень влияют на общее настроение работы. Они нередко становятся даже определяющими в этом плане. Без тщательного продумывания цветовой гаммы нам никуда не деться. Желтые мальвы на картине находятся чуть подальше бордовых, но поскольку желтый цвет, хоть он тут не совсем желтый, а такой вот светло-лимонный, всегда притягивает взгляд, словно вытесняя другие цвета, то именно он становится главным акцентом в картине. И девушка в желтом платье словно замыкает этот солнечный круг. Если бы все мальвы были желтыми, пожалуй, случился бы перебор. Но здесь сама природа выстроила композицию так, как надо. На этой улице действительно в тот раз росли вот такие мальвы. На первом плане бордовые, а чуть подальше лимонные и розоватые. Вот такой он творческий процесс. Думать здесь очень даже много приходится. Бывает много сомнений, много выборов. Это не имеет ничего общего с обывательским взглядом, который обычно просто сводится к умению рисовать. А умение рисовать на самом деле это всего лишь один из навыков, который без способности создавать нечто новое сведется к простому копированию и не позволит воплотить в жизнь настоящее произведение искусства. Я не хочу нагнать на себя излишнего пафоса, но по сути так оно и есть. Творчество – дело непростое. Удается ли мне реализовать свою идею?
Если кому-то из вас в итоге захочется прогуляться по этой солнечной улице у меня на картине, то да. А выразить мне очень хотелось то чувство радости, которое возникает, когда встречаешь что-то необычное и красивое среди привычного, обыденного и повседневного. И это не обязательно должно быть нечто грандиозное или из ряда вон выходящее событие, а просто что-то особенное, внезапно подмеченное глазом. Это именно то, что способно разогнать печаль и сделать день гораздо лучше и солнечнее. Вот так, рассуждая, мы с вами добрались до финиша. Давайте скорее любоваться на результат и продолжать радоваться летним денькам. Я довольна этой картиной, и особенно меня радует, как получилось дерево. Это было едва ли не самым сложным для меня, потому что в пейзажах я не сильна, а вот городские пейзажи мне даются лучше. И если вас заинтересовала эта тема, загляните посмотреть мое предыдущее видео, в котором я также рисую картину с городским сюжетом. Теперь у меня уже 2 картины с мальвами. Можно сказать, продолжение следует. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и, возможно, вдохновило на творчество. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и подписаться на мой канал. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего, приятного продолжения лета и до новых встреч! Господи, как только людям удается себя в городе снимать, совершенно непонятно. Машины, народ ходит. Когда же все проедут-то?